вечерний паркинг. Зима-зимушка, на улице морозяка. Мужики стоят, получается, кто как, кто заметенный, кто не заметенный. Вот снега намело, парковаться сильно негде. Так, тут что-то непонятно, полицейский едет. И кто это? Не, это оверсайз. Оверсайзы сопровождают. Здесь народ вообще понапарковался в одну линию. Надо скорее проезжать. Зима-зимовская. На улице где-то 8 по Фаренгейту. Сейчас показывает 12. Где-то 8-7 было, пока я ехал. Сейчас просто трак немножко постоял, давился воды. Так началась вода в омывателе. С дороги поднимается пыльца, ложится на этот самый от соли. На стекла ничего не видно. В прошлом трак-стопе заехал, думал там купить. Заправлял трака. Пошел, говорит, нету. Разобрали, говорит, и нету. Ну, вот, пришлось ехать без воды аж до селя. Так же как совалось было это самое стекло, что вообще ничего видно нет. Лед конкретный на дороге, очень много машин положенных, траков, наверное, только штуки 3, наверное, 4. Я видел вот точки, кто ночует в этих самых отелях. Ну как-то вот так вот. А мы поедем дальше сражаться. Никуда не денется, надо работать. 60 с плюсом, и первая ласточка лежит. Это RV трейлер, или что это? RV трейлерок. RV трейлер перевернула на бок. И главное, так аккуратненько, что как будто бы вот уложила спать. Новые гонят дилерские. Да, человек на работе. Вот так-то. И вот что творится у нас тут в Вайоминге сегодня. 60 майлов, это 100 километров, ветер боковой. Вот такие вот переметы творятся. И ложит всех подряд. Тут кто с легкими трейлерами. Или вот эти вот кемперовые трейлера, их залаживает. А этого парня видно только что сложила на вольваке. Смотрите, беднягу заложила. Смотрите, что наделала. Да, вот, да, сидит за рулем еще. Только что получилось. Смотрите, что творится. Ветер боковой сильный и гололед. О, вообще не чувствую машину. Туда-сюда жопа ходит в траке. Жик. Вообще не чувствуется даже. 55 спид-лимит, но не поедешь быстрее. И вот эти вот переметы самые противные моменты. Видите, сверху ничего не сыпет, да? Сверху Вайоминг вроде бы чистый. А по полям в полей сбоку водит. Снег притаптывается и все. Встречный трафик закрытый со 102 майла сегодня. Хотя встречные некоторые идут одиночки. Но видно, что как-то где-то что-то прорвавшееся, потому что один товарищ из компании нашей ехал и сказал, что закрыто. Сейчас в нашу сторону фривей закрыт для легких трейлеров. Горит сайн. Облачка ходят здесь. Вот такая вот погодка. Тот, кому пострашнее, едут медленно. Ну да, на данный момент у кого легче груз, нету 79 тысяч паундов, то нормально идти. А вот у кого 1050-60 рискованно, очень сильный боковой ветер.
колеса, аж на страшно газу давать. Ну вот. Витек, сакраментская компания. Русские держали ее. Но едет цветной мальчишка. Сансет цветной. Цветной не в смысле голубой, а цветной в смысле бананолюбитель. Так, пойдем на большой скорости. Этот самый налет. Лучше потихонечку. Майлов 50 в час проедем. Не будем газовать. Если бы ветра не было, то не так страшно. А боковой порывистый ветер и очень сильный. Может прям на сухом асфальте сдвигает, передвигает машину, а уже не говоря уже на скользкой дороге. Но человек с даблами и то едет, сражается за жизнь. Никуда не денешься, девушка мотается. Ладно, будем дальше посмотреть. Всем привет. Вот что означает закрытая дорога. Дорогу закрыли, вон шлагбаумчик прикрыли, и никуда уже не денешься. Дальше не поедешь. Ветер сумасшедший. Хотя я не думаю, что там что-то сильно плохо было бы. Но решили закрыть, или акцидент какой-то, или что. С той стороны вон еще трак валит. И народ весь съезжается сюда, на трек-стоп. Забили уже полностью парковку. Никуда не денешься, надо стоять. Надо стоять, ветер такой, мама, не горюй. Ой, а сколько стоять, не знаю, придется. Так что вот такие с провинции. Ничего интересного в этом нету, конечно. Люди все стоят. Трак-стоп уже забитый. Хорошо бы, конечно, если бы открыли хотя бы к ночи. Хотя я не думаю, что вряд ли они откроют. Вот как-то вот так вот. Заезжает. Обгонял я его. Придется ночевать, наверное, скорее всего, здесь. Встречная еще идет. Хотя говорили, что встречная закрыта, а тут получается наша сторона закрыта. Но ничего, будем посмотреть. Будем посмотреть. Всем привет. Вчера доехал до Вайоминга и стал править на Фанджее. Вот с 5, наверное, вечера вчера стою. Дорога замкнента. Народу набилось как селедки в бочку. И вот никто тут не хочет никуда ехать. Смотрите, все забито. Там капы, закрывшие дорогу. Этот Фидекс непонятный вообще. Чуть сунулся, если знаешь, не знаешь, дорога закрыта или открыта. На трак-стопе стоял, выехал, перекрыл все движение. Это прикольные ребята, конечно. Стоят все, и частники, и грузовые, и легковые, какие хочешь. Ну, не знаю, когда они тут откроют. Я сегодня рассчитывал разгрузиться в Салт-Лейке, а там до 3 компаний работает. Но пока не знаю, что у меня тут получится. Человек вахтуется, колорадский какой-то. Хлопец на флатбете тоже тут не знает, что делать. Он выходит с трака, тут руками машет. Короче, это самое, непонятки творятся. Погода такая, вон, небо непонятное, синее сзади. Сейчас догонит и все. Вот лопаты, но обычно вон все мужики подходят, кто там в рядах стоят, смотрят, что там открыта дорога, закрыта. А этот чудик уже дорогу сейчас откроет. Возможно, что сейчас откроет. Так, одной капецкой машины нету, не видно.
Сейчас будем смотреть, возможно, откроют. Чудило из Нижнего Тагила. Ну, никто по фривею не едет. Все стоят, и только еще подкатывают траки. Ой-ой-ой, как это нехорошо, как это неприятно. Но ничего не поделаешь. Такая наша Силявей. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Вот Лопес тоже вахтуется, ходит руками, это самое машет. Не знает, что делать. Надо ехать. Ладно, будем дальше посмотреть. Человек на танкере поворачивает. Разворачивают обратно, говорят. Пацаны некоторые пешкадралом приходят, убеждаются, а некоторые приезжают на траке, их кап опять выгоняет. А кто стоял на местах, тому обидно. Ну, смотрите, какая глазастая едет машина, какие реснички. Бабулька такая за рулем на джипе, прикол. В блок завалили вот. Доездились хлопцы. Так, вот прилетел еще один человек, новенького трака гонит. Понял, что ай-яй-яй, доехал сюда и ханаускас. Главное, что обидно, что ни оттуда, ни туда траки не идут. Как стояли, так и стоим. Только вороны летают без этого самого, без пермитов. Капы закрыли дорогу. Ой-ой, сори. Как же это выжить? Как же это выжить, а? Башка болит сегодня уже от того, что стою всю ночь. Дергаюсь каждый час, просыпаюсь, смотрю, а пошла дорога или не пошла. Хотел доехать, чтобы утром разгрузиться, но не получается. Небо синеет, затягивает, вроде бы и ветер успокоился, не такой, как вчера был. Вчера был 60 с плюсом. Не знаю, что тут получится, что тут у нас выкрутится нам. Ладно, будем посмотреть. Простоял сегодня целый день почти. Обещали, что ночью где-то к часу-двум откроют дорогу в Вайоминге. А не тут-то было. Поменялся что-то там у них это, и сказали, только откроют завтра после 2 часов дня. Ну, посмотрел, оказывается, тут какая-то хайвейчик 28 есть. Он был закрытый днем вроде, а сейчас открылся, пошел к капу, поговорил, говорю, как ты думаешь, могу я там объехать? Он говорит, ну по 28-ке я сейчас не имею информации. Говорит, а 287-я номер открыта, 191-я, говорит, не знаю, но вроде можно проскочить. Ну вот рискнул, еду, потому что если завтра я в 2 часа только выеду с Вайоминга, не успею разгрузиться, не успею перегрузиться и застряну аж до понедельника, и будет мне сыктым башка. Вот, жалко, что темно, ничего не видно, такие там тучи бродят, ничего не видно. Дорожка такая, хайвейчик. Интересно было бы это, конечно, днем еще снять. Ладно, давайте будем посмотреть. Вот такая вот метель. Это 28-й хайвейчик, по которому еду. Открытый вроде бы, но что-то начало мести снег. Сейчас было несколько машин, завалившись, короче, перевернувшись слегковых. Трачок этот самый с прицепом, а потом трачок улетел. Ну вот такая метель. Моя полоса вообще заметена, встречная. Вот 2 трака только что прошли, а так было тоже все заметено, хотя вот буквально там 10 минут передо мной куча траков прошло. Так что похоже, что здесь высота почти 9000 на перевале было. Ну сейчас 8,5. То видно, я в тучку какую-то снежную попал.
прорвемся. Будем посмотреть, что тут надо и будет. Такой вот снежара валит. Сейчас он на 80 где-то просто такой снег валит, что мама нереально. Называется. Зима прошла. Резко так. Тут был сухой асфальт, а тут какой-то этот самый, какой-то резкий тучка налетела. Вот так тоже бывает в этом Вайоминге, в нашем родимом. Вот такую погодку зацепил в Вайоминге. Такой сумасшедший снегопад был, что просто ехать невозможно было. Но здесь уже немножечко попроще. Немножечко попроще. Вот ребята отдыхают, уже стоят. А что там моргает? Вот будет облом, если там моргает, что дорога закрыта на юг. А вот здесь закрыта на ист. Дорога закрыта. Смотрите, сколько траков стоит. Народ стоит. Вот здесь вот дорога перекрыта. Вот, смотрите, сколько машин стоит. Что тут у нас горит? У нас, наверное, будет гореть, что у нас дорога скользкая. Народ стоит. Закрыта дорога. Так, 45 минут. Сейчас посмотрим, что у нас тут горится. Slick Road. Ой, хорошо, что хоть не закрыто. Надо сейчас заехать, помыть фары, а то ничего не вижу. Фары не хотят следить нормально, все снегом закрыты. А вот место, где дорога закрыта полностью. Смотрите, на встречке, видите? Все забито машинами. Вот она, шлагбаума это местного значения. Все, не поедешь уже. И посыпалки чистят. Вот капы стоят. А эти мужики развернулись, потому что места не было, наверное, где. Капы, наверное, думают, откуда взялись эти. Действительно, ехал я, вот этого мужика нагнал. Вот так никого, ни одного трака. Местные еще ребята едут, а так траков, это все это едут на ист, но только стоят мордой на вест, потому что места нет. Вот смотрите, полностью фривей заставлены. Не видно, но полностью фривей заставленный траками. Народ стоит. Дорога закрыта. Ну, тут снегопад, конечно, но он сейчас вечером только пошел. Днем там чистая нормальная дорога была. Чего они их держат всех? Распределяют немножко. Кого держат здесь, кого в Рок-Спрингсе. Вот так вот, как-то так получается. Народ, бедняги. Стоять сейчас непонятно, сколько надо было. Так, ладно. Заедем, наверное, сюда. Потом только выехать с того трек-стопа потом. А посмотрите, что тут творится. Человек по пешкадралам идет на трек-стоп, чтобы зайти на него. Что загляну, если будет забит и что невозможно заехать, лучше я развернусь и уеду отсюда. А то заедешь, потом на трек-стоп не выедешь с него, и такое может быть. Лучше тогда где-то на эксите остановиться, что ли. Это все народ хочет на ист ехать. Смотрите, там все в траках. Вон там все в траках, везде все заставлено. Народ бродит как неприкаянный уже вторые сутки. Это вчера закрыли дорогу. Вчера день. И день, но меньше. Сегодня. Так, что-то посмотреть.
Не стоит, наверное, и сунуться сюда. Смотрите, что творится. Надо тут еще выехать, да? И выехать бы мне отсюда. Смотрите, народ как ставший. Зараза, стал тоже не в 5, не в 10 мужичок. Зараза, чтобы не зацепиться за него. На бордюр зарежусь, скользнусь еще. Дебил. Что ж так становится? Ну, уже такая же безответственность. Стану, где стану, там и буду стоять. Лопатой. Так, стоп забитый тоже. Ладно, наверное, я сейчас поднимусь сюда, вот на обочине. Припаркуюсь, все равно никто не едет. И залью себе не замерзайки. Ну, смотрите, это все народ ждет открытия дороги. И эти все ребята ждут. С той стороны ждут. Все ждут, когда же откроется дорога. Так, я, наверное, здесь вот припаркуюсь. Долью, почищу фары и поеду дальше. Мне-то проще. У меня-то дорога открыта. Ха-ха-ха. Благодаря тому, что я прорвался. Как-то вот так, вот так. Хорошо. Ладно, будем посмотреть. А вот, наконец-то разгрузился я в Солт-Лейке. В колхозе каком-то. И вот тут меня выводит, никак вывести не может на этот самый, на фрейвей. Не, ребята, я вас пропускать не буду однозначно. Надурно их. Все горы позакрыванные. Все, короче. Сине вокруг, везде. Плохая погода. Хорошо, что я прорвался сегодня, посмотрел по камерам ту дорогу 28-ю, где я ехал. Вся заметена, вся под гололедом, ни одной машины не идет. А там такой перевал конкретно, там без цепи его не перевалишь. 9000 фитов высота. Вот какой колхоз здесь. Какие эти самые, где-то здесь прямо разгружался просто. В эту сторону надо было ехать, чтобы выехать. Поеду, помою трейлером. Смотрите, какие белоснежные горы. Белоснежненькие. С мужичком поговорил, который разужал, говорит, что снег будет сейчас. А он уже и видно, он, смотрите, как затягивает все. Такие вот природные условия здесь. Не побалуешь с ними. Поеду, помою трейлер, а то внутри грязный. Загружали прошлый груз, не знаю, что у них вроде чистый цех такой, форклифт и колеса аж черные. Полностью все грязно. Сейчас заеду продукцию грузить, скажу, да и парень, ты случайно не заблудился? Езжай помой трейлер, и потом облом будет опять ехать в трейлера. А так уже сейчас съезжу, сразу помою и все. Чистенький приеду, аккуратненький. Хотя бывает обидно, что намоешь чистый, требует, чтобы чистый трейлер должен быть клин, чистый. Приезжаешь, загрузили груз своими этими колесами, затоптали, грязный трейлер, спрашивается, да для кого я старался, чтобы он чистый был, кому это надо было. Ну, такая вот зима у нас суровая нынче. Нынче очень такая зима какая-то, давно я не попадал в такие зимы. Но, ладно, будем посмотреть, что у нас тут будет дальше твориться. Так, дядя, возьми линию левее. Неужели тебе тяжело? А то летит на аудюхе сзади и прямо в спину дышит. Вот это вот аудюшка. Ну вот как-то вот так вот.
вывод Салт-Лейк-Сити. А у нас загрузка в Богдане. Эскалаторы тут стоят. Кобылки, кобелки продаются. Ребята, кто стал в Иванстоне вчера, так и стоят. Вообще там все красным горит в две стороны. Что вчера с Рок-Спрингса можно было еще доехать до этого самого, открыта дорога, то теперь не надо. И с Рок-Спрингса закрыли на Вест. Короче, мне повезло. Правильное побуждение вчера было рвануть через перевал. Не ошибся я. Посмотрите, карьер. Разработка какая-то идет здесь. Что добывают. Для подсыпки, наверное. Подсыпают всякие эти самые. Тоже смотрите. Копаются ребята. Там щебенку, наверное, делают. Тут вот нефтяное что-то переработать для Салт-Лейка. Бензинчик выпашет, солярочку. Вот так вот. Ладно, будем посмотреть. Ну вот, еду за грузом. Такие вот красоты здесь. Горы, тучи, облака. Моя следующая. Я буду обгонять этого чудила. Начнет обгонять. Начнет газовать. Какая красота. Короче, дали мне груз на Алабаму. Это очень хорошо. Не надо будет по снегам. Не то, что не надо будет по снегам, я бы поехал без проблем. Дело в том, что закрытые дороги. В этом проблема вся. Видите, у человека оленей рог торчит с этого самого, с окна. Это означает, что олень за рулем. 70 спид-лимит, а он едет 65. Чудо пернатое. Ну, видите, олень какой. Олень. Здесь мы направо должны повернуть. Посмотрим, где тут наша компачка. Какой-то у нас груз будет. Так. Капецкий под мостом стоит. Сторожит. Как всегда. Вот смотрите, какие красивые горы здесь, обалденные. Вообще ляпота. Вообще красота. Здесь, конечно, люди живут, созревая, лицезрея. Такие красоты. Вот. Огден, Юта. Пригород Салт-Лейк-Сити. Поеду на юг. Там будет, конечно, красоты неописуемые. Здесь мы будем грузиться. Похоже, что на бывшей военной базе. Я как-то тут уже грузился не один раз. Бывшие военные базы. И на них сейчас куча разных компашек. Точно грузился здесь, а не это. Не ли это ли компания, где медицину возили? Посмотрим, сейчас вон она по прямой направо похожа. Как раз был подъехавший, а тут ремонт дороги шел. Сейчас будем посмотреть. Бизнес-депот. Что у нас тут за компашка такая? Компания называется Рейсунис какой-то 375 депот драйв. Вот такие вот, смотрите. А вот еще и
военные даже стоят, их техника тут запаркована, целая In куча 1/4 каких-то. mile, turn right, then arrive at destination. Вот я здесь грузился медициной, в этой вот компашке. В этой компашке грузился. Это Трублу. Вот здесь эти шипиксы постоянно, это их груз отсюда постоянно идет. Шипикс компания берет. Здесь вояки вон. Еще военная база, остаток у них тут. Turn right. Так, а нам здесь направо. С правой стороны. Странно. Здесь какой тут они будут стороны. Где тут они? Вообще. Справа 300 метров. Это похоже, что здесь. Arriving at destination on right. Похоже, что мне надо с той стороны было и заезжать. Потому что в прошлый раз, когда я заезжал, то получалось, что компания была с той стороны офиса. Ладно, сейчас посмотрим, что тут такое, что почем. Экситонды. Сейчас поглядим. Ладно, будем посмотреть, да, что тут у нас. Вот это вот Шипикс компания. Здесь они паркуются, вот эти вот, что я говорил, цветные, красивые у них траки, обалденные. Ладно, посмотрим. Ну вот, загрузился медицинкой и еду на Алабаму. Алабама, штат Геройский. Такая вот красота. 6-й хайвейчик. 6-й 89. И будем прорываться с хайвеями по горам, пока доберемся до 40-ки. Не вылезем 40-ку в Нью-Мексике, в районе, наверное, Галлоп, Нью-Мексико. Вот такая красота. Обалденно, конечно, красиво здесь. Зима. Вот такие вот потоки траков идут навстречу. Народ пользует эту дорогу, получается. Вот смотрите, какой-то машинерий едет. Так, мужичок решил меня обогнать на большом Кенворсе. Вот какой у него Кенворс прикольный, с большой кабиной. С предексами. Так, мужик, можешь заходить, если хочешь, в правую линию. Видите, какой аккуратный человек. Даже спасибо умеет говорить, понятно. Такие вот пейзажи. Смотрите, вон дабл тягаются здесь по этим местам. Короче, дорога закрыта, 80-ка закрыта. Если бы я вчера не рискнул поехать через перевал, то еще стоял бы в Роллинс, как они его называют, и кушал бы пиццу. И опоздал бы на разгрузку, естественно. Приехал бы, если дорога откроется на понедельник, бы только в Солт-Лейк-Сити. В понедельник бы разгрузился. А так я в понедельник буду уже в Алабаме разгружаться. 2000 миль. Ну, 120 миль сделал круга через перевал, но зато не буду стоять в выходные, трак будет работать. И вроде за это груз хорошо заплатили. Ну как хорошо, но на сегодняшний день рядом со мной Овнер грузился, то говорит, $2 за майлу дали. А тут же можно было бы картошкой грузиться, только здесь у меня вес 20 тысяч паундов, 21. Картошечка 45, 44, 43. Вот такая красота, видите. Лезем в горы. Лезем. Так, полицейский тут. Надо прибрать немножко, и может полицейский, может не полиция. Сзади сетка за задним сиденьем стоит. Антенки. Вот видите,
Давайте лезем в гору. Лопаты сейчас мне на легковой. Давай, проезжай. Сел. Чё ж ты, человечек, тормозишь напротив меня. Человек, наверное, груженный потяжелее. Хотя и такие траки сильно груженные не ходят обычно. Какой снег блестящий, здесь красивый. Здесь дорога будет вся интересная, вся красивая. Давно я здесь не ездил, уже, наверное, лет 10, а может и 15. Я здесь не ехавший. Такие вот скалы. Видите, такие, как все такими полосками, это они тут сверлят специальными такими длинными сверлами. Потом как там они откалывают, взрывают, как-то там у них это получается, они делают. Здесь на этом самом любуется природой. Это Юта. Юта 6-89 хайвей. По нем будем выбираться. Дальше, не дальше. Пока 6-й, потом они соединятся с 89. Вот такие пейзажи, вот такие красоты. Окей. Будем посмотреть, что тут у нас далее будет. Какие красоты. Многовато. Хорошо, медицинка легкая по горам. Приятно ехать. Окей.